Ева, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на август 2023 года. Посмотрим, с какими энергиями вы будете выходить из лета, входить в осень и какой событийный ряд вас ожидает. Мы работаем сегодня с колодами Викторианское романтическое таро, а также Ленорман Золотого века. Подумайте о том, что бы вы хотели себе, так сказать, запланировать, прописать на этот период, на этот месяц. А мы проанализируем, удастся ли задуманное осуществить. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, они вам хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан Император. В принципе, это, знаете, как месяц, который пройдет под эгидой стабильности, контроля, решения каких-то важных, значимых вопросов. Для кого-то это обретение помощи и поддержки со стороны супруга, отца, брата или руководителя. То есть от мужчины, который может действительно поменять вашу жизнь к лучшему, помочь в решении каких-то важных или глобальных вопросов. Для мужчин может здесь проходить ситуация изменения социального статуса по принципу жениться или стать отцом. Но так ли это, мы сейчас уточним. Здесь ложится император и умеренность. Это обретение покоя, обретение нового уровня комфорта жизни. И для кого-то устранение еще конфликтных ситуаций. Повторюсь, там, с супругом, с отцом, с братом. Просто значимым для вас мужчиной. Если смотреть ситуацию, связанную с работой, бизнесом и карьерой, у вас здесь ложится семерка мечей. Аркан, который говорит о ситуации, что, возможно, здесь кто-то попытается вас тянуть в какую-то передрягу, в интриге, потому что семерка мечей – это либо замышлять что-то за вашей спиной, возможно, даже, знаете, инкриминировать вам мошенничество, либо вопросы воровства. Но эта карта ведь может работать в обе стороны. То есть это может быть действие как по отношению к вам, так и с вашей стороны. Это мыслить нестандартно. Это перенимать опыт оппонентов, конкурентов. Потому что, смотрите, вот здесь изображен вор, да, который с собой несет свой, так сказать, улов. Взять что-то важное, целостное, значимое с собой, прихватить от оппонента ваших и внедрить, допустим, в вашей работе, в вашем бизнесе. То есть это могут быть какие-то идеи. Да, это карта плагиата, но в вашем случае тогда это будет работать продуктивно и конструктивно. Но давайте анализировать в целом. Если смотреть ситуацию с точки зрения работы для тех, кто у нас на текущем этапе находится там, на пенсии, в декрете, домохозяйкой, то семерка мечей, тройка пентаклей – это нелегальный заработок, нелегальная работа или подработка. То есть это может быть и хендмейд, и просто какие-то вещи, там выпечка тортов или там что-то можете вязать, клеить, лепить. То есть это периодический заработок, нелегальный, но тем не менее здесь денежка вам капает. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя. Семерка мечей и тройка мечей – это ситуация разочарования. А вот здесь будьте внимательны. Почему? Потому что если вам предложат какую-то работу, особенно где будут условием оплатить обучение, либо там внести деньги на какие-то расходы, на оформление, и особенно если вы ищете работу за рубежом, то не ведитесь на такого рода мероприятия, потому что останетесь и без денег, и без работы. Здесь четко ложатся карты обмана, поэтому не содействуйте мошенникам, иначе останетесь здесь без всего. Если вы уже и ищете работу, допустим, в каких-то международных компаниях, делайте это через проверенные агентства. Если смотреть ситуацию для тех, кто уже работает наемным сотрудником, то семерка мечей и отшельник. Вот здесь смотрите, в чем может быть загвоздка и неприятность. Неправильный перерасчет вашего стажа, то есть то, что поспособствует своевременному выходу на пенсию. Или, допустим, если вы уже, есть же работающие пенсионеры, то тут какая-то, знаете, как скрытая ситуация в выплатах. Нужно это будет самостоятельно пытаться как-то перепроверять, может быть, через нотариуса, адвоката, юриста, то есть подавать какие-то заявки, прошения, потому что есть вероятность, что вас здесь обманывают в плане денег, пособий, выплат, которые вам здесь положены. Как за стаж лет, за выслугу лет, либо какие-то там вещи, связанные с пенсией. Будьте здесь, пожалуйста, бдительны. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто владеет собственным делом,
то семерка мечей и колесо фортуны. Здесь очень хорошая прибыль, очень крупные деньги, но заработанные нелегально. Для вас это, конечно же, плюс, но будьте к тому готовы, что каким-то образом нужно будет их легализовать, потому что здесь как вести вопросы черной бухгалтерии. Но заработок у вас здесь будет достойный. Если мы посмотрим с вами вопросы финансов по четверке чаш. Вот давайте покажу вам поближе. Допустим, деньги есть, заработок есть, но вас ситуация особо не радует. Почему? Потому что вот вы держитесь за бокал, вы не знаете, как показать его, что он полный, будет полным легально. Видите, вы показываете, что пусто, что вы не работаете, либо у вас нет заработка. И раздумываете над тем, как сделать так, чтобы все-таки эти ресурсы легализовать. Еще четверка чаш. Это ситуация, когда деньги есть, но по ряду причин вы пока не то, что не можете ими воспользоваться, не можете их потратить. Опять же, будьте осторожны с банковскими счетами, потому что по этим картам это может быть как процедуры заморозки счетов, приостановка контрактов или там приостановка каких-то выплат дивидендов. Поэтому здесь держите ухо востро, чтобы сами себе не навредили. Ну а в плане в целом финансовой стороны вопроса, вот дотягиваю вам, здесь ложится аркан маг. С деньгами все в порядке. Проблема в том, как же все-таки их изъять, легализовать, или в принципе кто-то будет бояться там финмониторинга, переводов там с карты на карту, потому что здесь боязнь, что вас заставят платить какие-то дополнительные налоги. Смотрим состояние здоровья. У нас здесь ложится паж чаш. По пажу чаш это на самом деле прекрасное состояние здоровья, ментальное, физическое, эмоциональное. Для тех, кто у нас планировал вопросы, как я говорю, продолжения рода, то здесь и великие шансы, поэтому усиленно работайте в этом направлении, у вас все получится. Ну а в целом здесь для вас период восстановления, потому что паж чаш это еще карты омоложения. Именно, может быть, там детоксикация, вопросы диеты. То есть здесь, знаете, как запустить регенеративные процессы в организме. Вот то, чем вы будете здесь заняты и на чем будете сконцентрированы. Вопросы личной жизни. Двойка чаш. Прекрасный аркан, который показывает, что здесь любовь, гармония, единение, стабильность. Поэтому прекрасная ситуация. Будем, конечно же, прояснять для каждого из вас и для тех, кто у нас свободен, и для тех, кто у нас находится в паре, как для вас будет развиваться цепочка событий. Так, для тех, кто у нас свободен. Двойка чаш и аркан суд. Зачастую это идет акцент на восстановление отношений с прошлого. Хотя не для всех это, конечно, может быть такова ситуация. Это еще может быть ситуация, когда вы присутствуете на каких-то событиях или мероприятиях, потому что суд это, помимо всего прочего, и какие-то встречи, памятные даты, юбилеи, там, годовщина свадьбы. То есть это в социуме, в кругу своего окружения, членов семьи, здесь познакомиться с человеком, с которым вы можете выстраивать взаимоотношения. Если вы в любовных треугольниках, то двойка чаш и аркан справедливость – это брать на себя ответственность, нести обязательства. То есть кто-то здесь может уже, так сказать, собраться с духом и, например, решиться там, развестись, если человек в браке, да, и выстраивать новые отношения, там, жениться или выйти замуж. То есть брать на себя официальную ответственность. И если же вы у нас в стабильных союзах, двойка чаш и десятка жезлов – это совместно нести и разделять все тяготы жизни. То есть будет много работы, много задач, много каких-то бытовых нюансов и аспектов, но вам будет все по плечу, потому что есть помощь и поддержка, и содействие со стороны вашей второй половины. Поэтому здесь все прекрасно. Если смотреть рекомендацию на месяц, у вас здесь ложится аркан дьявол. Дьявол, конечно же, в этом контексте, потому что в этой колоде несколько арканов дьявол. Здесь напрямую идет речь об искушениях. И как мы смотрим по работе, по финансовой стороне вопроса, есть возможность заработка больших денег нелегальным путем. Поддаться на искушение или проработать – это уже, безусловно, ваша задача. Как показывает аркан дурак, пытаясь одурачить других, смотрите, чтобы сами не остались в дураках. Вот это такой главный посыл. Поэтому будьте с этим очень осторожны, бдительны и аккуратны. Ну а мы с вами сейчас еще посмотрим неожиданность периода. Что у вас здесь? Секундочку. Что у вас здесь? Лиса, змея, дом. Дно, колода, луна.
Понимаете, все карты интриг, хитрости, ловкости, какого-то обмана ради обретения своей стабильности. Ну, потому что здесь это скрывать, завуалировать, припрятать, проявить хитрость, мудрость, гибкость для того, чтобы обрести стабильность. Ну, например, какие-то могут быть махинации с вопросами купли-продажи недвижимости, чтобы, допустим, меньше платить налог или какую-то там процентную ставку. Опять же, махинация, допустим, с недвижимостью, чтобы, допустим, она не досталась каким-то там родственникам или, возможно, с которыми у вас плохие отношения. Но здесь это то, что связано с вопросами стабильности, увеличения имущества. То есть у вас это будет значимое на повестке дня. Мы в любом случае с вами все негативные арканы закроем позитивными, но перед этим давайте проанализируем. Итак, если мы будем смотреть в целом, у вас старшие арканы только падают вот на энергии месяца и на рекомендации. Во всех остальных моментах они падают у нас как допы. Поэтому сказать, чтобы месяц был особо знаковый или значимый, нет. Но, тем не менее, он вас будет подготавливать к каким-то знаковым переменам. Закроем все, конечно, для вас перспективными картами, чтобы весь период прошел со знаком плюс. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, как для вас отыгралась эта информация. Был ли, в принципе, этот расклад для вас продуктивным. Я вас благодарю за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч.